Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно сделать вот такую сумку из джута, полностью из него. Для этого сейчас сначала посмотрите на картинку, из чего она у нас будет состоять, сколько потребуется отрезков, и начнем с вами плетение. Я использую джутовый канат 8 мм. Вы можете также сделать какую-либо цепочку из самого джута. Далее нарезаем 44 отрезка для одной части. Я использую джут в 2 нити на этой сумке, поэтому у меня отрезков в 2 раза больше. И еще, кстати, мое такое замечание, не рекомендую отрезать сразу все отрезки, а лучше отрезайте, навешивайте, а потом отрезайте еще. Потому что когда у вас много отрезанного джута, он начинает сразу путаться, лохматиться. Это кошмар. Лучше отрезайте и отдельно навешивайте, потому что иначе вот я с ним, конечно, помучилась. Вам не рекомендую. Нужно надеть все отрезки, и после того, как мы их надели, мы первый отрезок и последний пока что не используем в работе. Они у нас будут соединительными. А начнем со второго. Берем второй и третий и будем плести с вами цепочку из 4 квадратных узлов. Если вы не умеете плести такую цепочку, то под видео будет ссылка, как научиться плести этот квадратный узел и цепочку в качестве моего онлайн-курса. Вот, если умеете, то плетем, и у нас вся сумка будет строиться на этой цепочке из 4 квадратных узлов. То есть мы все время будем повторять. У нас сейчас будет проплетаться первый ряд, второй, третий, четвертый, и так, пока нам не будет достаточно, пока мы не поймем, что наша сумка готова. Я, например, проплела 10 рядов таких. Я думаю, что вы сейчас увидите это все на видео. Пока что проплели первый столбичек, такой цепочку, вторую, третью и так далее. Последнюю мы не проплетаем, как и первую. Ну вот мы переходим ко второму ряду, то есть у нас соединение идет первой и второй цепочки, берем 2 нити от первой и от второй, и также плетем 4 узла цепочкой, да, квадратных, 4 квадратных узла. Вот, и так проходим весь второй ряд, потом спускаемся ниже к третьему и доходим прямо до конца, когда у нас останется только один столбичек наш внизу. Это у нас такое схождение вниз, треугольник будет получаться вниз. Ну вот у нас, посмотрите, уже 4 ряда. И что я хочу сказать, вам нужно будет сделать по образу и подобию вторую часть точно такую же. И выглядеть она будет вот так, видите, схождение прям к одному столбику. Так что доделайте первую и делайте вторую.
Когда мы проделали, да, и еще что вам нужно проделать и вторую часть такую, у меня она уже была проделана, то сейчас нам нужно будет соединить эти две части. Соединяем как раз теми боковыми нитями, которые мы оставляли. Одну с одного края, ну и вторую часть вы должны были проплести точно так же. И у вас должна остаться боковая тоже одна нить, с помощью которой мы проплетаем квадратный узелок и соединяем. Далее на видео я уже развернула свое полотно более в удобном виде, и вы поймете, как это все происходит. Нам нужно будет делать цепочки из квадратных узлов, заполняя всю часть. Мы должны получить прямоугольник такой большой. Очень долгим и кропотливым трудом. Смотрите, я заполнила тоже недостающий треугольник, и сейчас мне нужно соединить уже вторую часть и закрыть нашу сумочку в круг. Я опять навешиваю, так как у меня это все показано, и буду соединять опять же те отрезки первые, которые мы оставляли, которые не проплетены. И сейчас я уже не смогу развернуть поудобнее полотно, но попробую, да, я думаю, что дальше вы увидите. И будем заполнять цепочками из квадратных узлов всю эту часть, которая у нас осталась. А далее начнем к донышку. И я хочу заранее просто несколько слов сказать о нем, чтобы вы не потерялись и вас ничего не пугало. Мы потом будем делать донышко. Мы сделаем после всех наших, получается, цепочек, мы соединим их. Первый рядочек такой будет на одной половине из квадратных узлов, и второй тоже такой нисходящийся. А по бокам у нас должны будут такие быть треугольнички. То есть донышко у нас будет такое закрывающееся квадратное. И я надеюсь, что вы меня понимаете, потому как на видео это может быть не совсем ясно видно, но я постаралась максимально подробно передать, чтобы вы поняли. На самом деле, если вы плели хоть одну мою сумку, то я выполняла уже такое донышко, да, поэтому надеюсь, что вы поймете и в этот раз, как его проделывать. Если же вам будет супер непонятно, то пишите вопросы, либо же делайте так, как вы сами видите, так, как вы сами хотите, да. Можно просто там произвести соединение без такого прям мощного закрытия. Напоминаю также, да, что донышко — это одно из таких самых... мне трудно снимать и показывать, потому что в нем участвует множество нитей, и от этого сложнее передать, потому что нитей много, это все нити, у них название это только эта нить, та нить, поэтому немножко сложно получается объяснять. А так, смотрите, у меня уже получилось полное соединение сумки, и сейчас, как я и говорила, мы должны разделить сумку напополам. И у нас должно быть, смотрите, сейчас я проделываю. Это я отогнула, это у нас тут треугольнички, то есть там три цепочки я сделала, соединила квадратными узелками, 2 и еще один внизу по бокам. А сейчас цепочки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, которые, да, у меня есть. Я соединяю их также квадратными узлами, не соединяю их с боковыми, а только между собой 7 этих цепочек. Первый ряд прохожу, и второй ряд прохожу тоже квадратными узлами. На второй стороне нужно также сделать. То есть только 7 цепочек соединить квадратными узлами, первый ряд и второй. А боковые у нас должны быть из 3 узлов. То есть 2 соединительных квадратных и 1
узелочек, соединяющий эти два узла. То есть тоже первый и второй ряд. Первый ряд из двух, второй ряд из одного. А вот которые 7 у нас сейчас идут, первый ряд у нас из 6, а второй ряд из 5 квадратных узелков должен быть. И то есть мы должны понимать, что мы вот так вот будем подгибать сумку, и сначала мы проведем диагонали, вот где у нас боковые треугольнички, там соединим, а потом уже центр соединим первой и второй части. Я вот вывернула сумку наизнанку. Как это понять? Мы крепили с вами изнаночным креплением, а сейчас вот лицевое. И это у меня как бы изнаночная часть. Но можно не запариваться, и без разницы, какая у вас будет. То есть я не думаю, что это максимально как-то играет роль, только если вы прям хотели, да. Вот, сейчас смотрите, мы вот эти треугольнички, которые из просто квадратных узелков, мы должны соединить их с как бы теми двумя рядами, которые у нас тоже были просто из квадратных узлов. И я беру здесь и соединяю квадратным узлом, но не как бы не все нити. Я сначала беру 2 первых, потом даже не 2 первых, а через одну нить я, по-моему, беру и очень сильно подтягиваю. Вот это нужно с одной стороны сделать и со второй. Как бы у треугольничка и с левой, и с правой стороны у сумки, чтобы нам осталось только как бы закрепить вот это брюхо, которое у сумки будет донышко.
Для донышка я выбираю 2 центральные нити и буду их как бы оплетать до конца квадратными узлами. Тоже не каждой нитью я делаю квадратный узел. Я либо через одну нить беру, либо беру только боковые у квадратных узлов нити и иду как бы вниз. То есть посмотрите, пожалуйста, 2 центральные нити, которые вот у меня, я их оплетаю квадратными узлами. Тут я даже, по-моему, брала в 2 нити, ну, то есть с 2 узлов по 2, и делала прям такие толстенькие квадратные узлы на вот эту центральную нить. То есть центральная нить нам очень нужна. Вот сейчас здесь будет максимально видно. До этого я просто там примерялась, я думаю, вот здесь центральная нить, и я здесь квадратными узлами делаю. Вот так вот. И буду идти дальше, дальше, дальше. Прям можете также полными узелками делать квадратный узелок на эту центральную нить. После закрытия я решила, что я хочу вот так вот подвернуть и сделать узелки джута, чтобы как бы фиксировалось. Я раньше так делала. Вот, прям так затянуть хорошенько, отрезать лишние отрезки нам останется и сделать соединение на ручке. На ручке соединение тоже можете делать по вашему желанию, как вы захотите. Вот не обязательно повторять. И как бы можно проделать, там будет все из квадратных узлов, можно не все. Но я думаю, что я как бы дам вам такую идею, а вы уже как хотите, так и распоряжайтесь ею. Для этого нам потребуется как раз-таки отрезок. Я также взяла в 2 нити, отрезок 200 сантиметров, и мы просто начинаем проплетать цепочку из квадратных узлов только на нашем уже канате, да. И идем. Тут я уже не считала, сколько узелков, потому что у каждого может быть различный. Подтягивайте прям очень хорошо. Вот, а те нити, которые вот у нас висят теперь, канаты, да, их можно либо подрезать очень близко, либо как бы отрезать не очень близко, но пусть они как бы так висят, немножко их распушить даже можно. Вот такая вот сумочка в итоге получается. Я надеюсь, что вы справились со всем и смогли закрыть донышко, сделали ручку, и вы увидели, какая она получилась прикольная, вообще классная. Я с ней уже хожу. Вот, и надеюсь, что вы тоже сплетете и будете радоваться так же, как и я. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Буду рада лайкам, комментариям. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео, потому что они выходят довольно часто. Все, до встречи в новом видео. Пока-пока.